Всем привет! Чуть ранее на нашем канале могли видеть обзор про плавильную печку, который отлично выполняет все свои функции. Сегодня же будем смотреть обзор про муфельную печь, так что обо всем поподробнее. Всем приятного просмотра! KKR24 Technologies. Поставляется печь в такой упаковке с названием, логотипом бренда. В комплекте можем видеть руководство пользователя на русском языке, в котором можем ознакомиться со всеми техническими параметрами печи и в том числе с правилами эксплуатации. Конкретно данная комплектация имеет более простое управление, то есть быстрый набор температуры и поддержание в установленном диапазоне. Но для тех, у кого более высокие требования, есть печка и с терморегулятором, который можно программировать. И такая печка позволяет реализовать плавное ступенчатое нагревание и остывание. Ценная функция для тех, кто занимается прокалкой опок. В комплекте также можем видеть гарантийный талон прямо на обратной стороне руководства пользователя. Больше всего нравится то, что эта печка сделана из достаточно толстого металла, из нержавейки, то есть это практически вечная основа для муфельной печи, и наличие на корпусе крепежных элементов – это отличная ремонтопригодность. На обратной стороне выходы силовой части и провод термопары. Термопара сделана качественно на такой керамической подложке с указанием полярности. Есть еще такая маркировка, знать бы, что это означает. Сперва показалось, что это сопротивление, хотя при таком низком значении, близкое к короткому замыканию, ток бы мог достигать порядка 50 ампер. Ну и по бокам отличные изоляторы для спирали. Сетевой провод идет с хорошим запасом потоку до 16 ампер. Для охлаждения органов управления установлена принудительная система охлаждения. Идет хорошая циркуляция воздуха. Снизу можем увидеть радиатор охлаждения. Это скорее всего для охлаждения твердотельного реле и собственно сама система управления. Так сказать, сердце муфельной печи – это очень популярный в народе китайский терморегулятор. Справа это тумблер, кнопка включения и выключения муфельной печи. Открывается, закрывается легко, нигде ничего не заедает. И на самом верху в глаза бросается вот такой фирменный логотип данного бренда. При желании также у них же можно взять и тигели. Замок также работает с отличной фиксацией. Эти следы говорят о том, что печка подвергалась первичной прокалке. Это хорошо в том плане и удаление вредного запаха. Это и полный технический контроль еще на заводе изготовителя. Футировка печи организована из довольно плотного материала, все собрано очень крепко и нет никаких трещин, как на советских муфелях. Спираль здесь из проволоки толщиной чуть менее 1 мм, хорошо утоплена и термопара. Эти запчасти пока непонятно для каких целей, но материал печи мне очень нравится, он не такой хрупкий, как шамот. И этот материал при термоударе, при резких перепадах температур не будет трескаться, как муфель из шамотной глины. Эта деталь в комплекте скорее как в качестве подставки. Смотрим размеры камеры. Ну и толщина стенки здесь порядка 5 сантиметров. Эта печка достаточно компактных размеров. Мощность данной печки составляет 1800 Вт. Теперь первое включение. Верхняя строка – фактическая температура в камере. Нижняя строка – это раздел, в котором можем задавать необходимые значения температуры.
Устанавливать температуру можем от 0 до 1150 в градусах Цельсия. Для того, чтобы установить необходимое значение температуры, нажимаем кнопку Set. Как видим, начинают мигать цифры, и с помощью кнопки вверх-вниз можем устанавливать соответствующие значения. А с помощью этой кнопки уже можем двигать курсор, то есть перемещаться на табло и значительно быстрее задавать нужные значения температуры. Это намного удобнее, чем каждый по отдельности складывать или вычитать градусы. И после того, как выбираем необходимое значение температуры, в нашем случае это 50 градусов Цельсия, и чтобы сохранить это значение, нажимаем снова кнопку Set, и теперь слева вот эти маленькие индикаторы отражают ход нагрева печи. Заводская настройка печки, даже при таком низком значении смотрим, есть хороший контроль, то есть хоть и печка мощностью в 1800 Вт, но фактически, как подсказывает нам индикатор, ток поступает маленькими порциями. И наличие гистерезиса дает очень хороший контроль, чтобы случайным образом не допустить резкое превышение температуры. И как видим, даже есть небольшая инерция, но это из-за первого включения, поскольку термопара еще не успела нагреться. Печку брали для замены этой самоделки. И этот вариант также прекрасно работает. Строилась она на скорую руку из подручных материалов, из легкого кирпича, и печка такая даже без теплоизоляции спокойно набирает более 1000 градусов температуры. Но мощность данной печки составляет в 3,5 киловатт, и на высоких температурах печка практически не отключается, то есть идет большое рассеивание тепла на, так скажем, глобальное потепление. А если бы в то время были такие печи, особенно за такую стоимость, то вряд ли стал бы заниматься сборкой. И теперь смотрим, задаем более высокую температуру. На дисплее, как видим, желаемая температура и фактическая почти отличаются в 10 раз. И умная электроника, судя по левому индикатору, на этот раз током кормит бесперерывно. И здесь уже идет достаточно быстрый рост температуры. Еще один такой момент. Поменяем желаемую температуру значительно ниже фактической температуры. И как видим, уже загорает красный индикатор, сигнализирует аварийную ситуацию, и индикатор больше не открывает реле, то есть перекрывается подача тока. И для живого примера попробуем расплавить горячий эмаль. И при приближении заданной температуре снова смотрим на индикатор. Печь начинает переходить в режим энергосбережения, то есть снова начинает кормить малыми порциями тока. И очень важный момент: при увеличении температуры смотрим более точный контроль температуры. Инерция совсем незначительная, и температура перестает расти, и начинается более точная стабилизация. Такой же быстрый набор температуры продолжается и на более высоких значениях. Температура в нижнем отсеке практически не поменялась, корпус достаточно холодным. Корпус камеры также остается достаточно холодным, учитывая столь высокую температуру. Ну и 800 градусов. Здесь, как видим, еще более высокий контроль, не переступает даже 1 градус Цельсия. Чем больше увеличивается температура, тем меньше появляется инерция. Это такой первый опытный пробный образец.
Помимо плавки эмали, печку с успехом можно использовать и для обжига керамики, для покрытия глазурью и много всего другого, и даже плавки металла. Но особая ценность данной печки – это хороший контроль на высоких температурах, и это особенно ценная функция для проведения закалки и отпуска ответственных заготовок. И с такими параметрами можно исключить вот такого рода брак при закалке. Сверяем значения пирометра, температуры как бы соответствуют. Примерно через час работы снова измеряем температуру на корпусе, и результат самый лучший из личного опыта. Пока печка горячая, попробуем еще и ножик. Про этот ножик в будущем сделаем отдельный обзор. Снова корпус печи не успевает нагреваться, и вот откуда в этой печи очень хорошая энергоэффективность. Не знаю, как называется материал, возможно, это разновидность кремнозема, мулит и так далее, но факт в том, что тепло держит отлично. И для того, чтобы убедиться в полной мере о том, что печь действительно набирает 1150 градусов, и судя по стремительному росту, тоже нет смысла сомневаться, но срок службы спирали во многом зависит от значения температур, и если кому за 800 градусов, то такая печка при правильной эксплуатации будет радовать очень и очень долго. Не забудьте подписаться, ставить лайк, писать любые вопросы, комментарии. Всем спасибо за просмотр и до новой встречи.